Юлю Целингу поставить видео, которое она привезла из Нью-Йорка по своим аромапосиделкам. А через некоторое время Оля Малахова поставит московское видео своей группы. И таким образом у нас будет такая перекличка Москва-Нью-Йорк. А завтра, кстати, у нас будет перекличка телемост Москва-Куала-Лумпур, потому что завтра проходит одновременно с нами конвенция в Малайзии, 2-я годовщина. Так что начинаем. Доброе утро, доТERRA! И сразу же с днем рождения, потому что сегодня в час ночи состоялся праздник 11-й годовщины нашей любимой компании. Кто из вас был в Ютьюбе, смотрел? Но у вас будет возможность посмотреть в записи, потому что там было совершенно классно. И сегодня мы продолжаем наш праздник все еще как часть дня рождения. А кто из вас не знал, что у доТERRы вчера был день рождения? Вы не читаете новости. Итак, Юлия Целинга, Голд из Нью-Йорка. Сергей Всехсвятский, Даймонд из Бали. Ну, это отчасти правда, потому что вчера еще я был в Киеве, а позавчера я был еще на Бали. А в понедельник у нас тоже были аромапосиделки, и я прям пожалел, что мы не засняли нашу версию, чтобы была такая перекличка. Мы с Юлей очень коротко сделаем такую небольшую разминку. Начнем с того, что здесь собрались, хотя несмотря на то, что это там 1-я годовщина нашей российской доТERRы официально, но тем не менее здесь очень много стран. И я попрошу Юлю сделать небольшую перекличку «Кто откуда?». Начнем сверху по списку. США. United States. Давайте, вставайте! Мюррей Смит и Оксана. Кто прилетел из Израиля? Ну, вы, наверное, знаете, что одновременно проходит занятие по ароматач доктора Хилла, и основная израильская делегация пока там. Белоруссия есть в зале? И даже Франция? Наверное, на ароматач. Казахстан? Как насчет Украины? Есть. Туркменистан. Покажитесь из Латвии, где вы? Наверное, на ароматаче. На ароматач. Молдавия. На ароматач? На ароматаче. Есть Молдавия.
Мы завтра увидимся. Завтра будет большой состав. Мы объединим эту группу, тот зал. Ну и Россия. Встанем все. Как называется наше сегодняшнее мероприятие? Египет! Как называется наше сегодняшнее мероприятие? Вдохновляющий опыт лидеров. Все те, кто будут оказываться на этой сцене, прошли достаточно серьезный путь, поделятся с вами. И для такой затравки я хочу дать вам одно лидерское упражнение. Готовы? Очень простое упражнение, и я всегда его даю новичкам, чтобы понять, с чего они стоят. Если они делают его честно, значит, все хорошо. Так что мы сразу и протестируем. Попрошу вас всех встать. И вам нужно поприветствовать своего соседа приятным, но непривычным для себя способом. Быстро. 1, 2, 3, 4. А теперь повернитесь к другому соседу, поприветствуйте его другим приятным, но непривычным для себя способом. Повторяться нельзя. Повторяться нельзя. Повернитесь к третьему соседу. Поприветствуйте его третьим неприятным, но непривычным для себя способом. Спасибо большое, садитесь. Кто из вас почувствовал, как поднялась энергия в зале? Кто из вас получил кайф? Кто попал в ступор хотя бы на секунду? Да? Кто сочковал по-честному? Есть несколько человек. Кто сначала начал сочковать, а потом преодолел и почувствовал гордость за себя? Кто за эти несколько секунд почувствовал гордость за себя? Вау! Сколько времени нам на это понадобилось? 15-20 секунд, да? Вот вам самая простая лидерская техника для проверки своих новичков. Потому что лидер — это не тот, кто пробивает головой стены, да? Лидер — это тот, кто может в любой ситуации сделать что-то приятное и непривычное. Есть? Хорошо. Сегодня вы увидите на этой сцене огромное количество очень разных лидеров. Важно после каждого выступления записывать 3 вывода. Да, здесь все будет записано на видео, но вы знаете, что видео никто никогда не смотрит. Если вы просто запишете 3 вывода из каждого выступления, то вы выйдете из этого дня с очень серьезным багажом, который потом полгода-год можно будет распаковывать и внедрять в свою организацию. Это мое главное напутствие, и я хотел бы, чтобы прежде чем мы позовем на сцену первого человека, Юля бы сказала свое напутствие залу. Ты не сказал подготавливаться, Сережа. Это еще одно лидерское выступление «Внезапные задачи». Я бы хотела сказать, что в сегодняшнем дне у нас не будет какого-то обучения. У нас будет опыт, и это важно понимать, разница. Да? Вы пришли сюда, чтобы не обучаться, а именно познавать опыт других людей. Ну и, соответственно, мое напутствие все-таки, хоть сколько раз в жизни нам бы это не говорили, услышать другого человека и не делать свои ошибки. Да, услышать, что они говорят, и принять это для себя, и
постараться не наступать на чьи-то грабли. Посмотрим, как у нас это получится. Спасибо, Юля. Давайте поаплодируем. И я хочу позвать на эту сцену человека, от которого очень сильно зависела наша жизнь в бизнесе и предыдущий год, и будет зависеть дальше. Человека, который каждый день заботится о том, чтобы доTERRA Россия работала лучше, чтобы для нас были созданы все более эффективные условия. Человека, который является лидером внутри корпоративной структуры. Человека, который идет вперед, ведет нас вперед, опять-таки в своей зоне ответственности. Человека, который расскажет нам, поделится своим видением развития доTERRA в международном масштабе и в масштабе СНГ. Я хочу, чтобы вы очень тепло и, наверное, стоя поприветствовали вице-президента по европейским операциям доTERRA Мюррей Смит. Thank you. Спасибо большое. Thank you for having me here this morning. Good morning. Доброе утро всем. Огромное спасибо, что у меня есть возможность здесь выступить. Thank you, Julia, and also Sergey for translating. Спасибо, Юлия и Сергей. Я меняю позицию с ведущего на переводчика. Sergey is the best translator in the world. Translate. Он считает меня лучшим переводчиком в мире. I always like to do that because I like to keep people humble, but I love that he's going to help me out today. Ему нравится, когда люди скромные и застенчивые, как я. So are you excited to be here? Ну что, вы все взволнованы сегодняшним днем? That's great. So I have to make one little change. They said, who's from the United States? And I stood up. Хочу сделать одно признание и сказать, что не все так, как было, когда я поднялся, что я из Соединенных Штатов. But I'm really from Canada. Но на самом деле я из Канады. And Canada and Russia go a long way back, especially with ice hockey. И, как вы знаете, особенно в хоккее, Канада и Советский Союз, Канада и Россия имеют давнюю историю. So some of my earliest memories when I was about 6 years old. И одно из моих самых таких важных ранних детских воспоминаний, когда мне было 6 лет, 1972, yes. 1972. Yeah. 1972 год, и мое тоже воспоминание, суперсерия. It was 8 games. 8 матчей, профессиональная хоккейная лига и сборная Советского Союза. It was very famous tournament, so we go a long way back. Так что история наших отношений идет очень-очень далеко. So today we're telling and sharing stories. I just wanted to quickly share my story of how I joined doTERRA. Сегодня каждый спикер будет делиться своей историей. Я тоже хочу немножко поделиться своей историей. So it was 2014, and it was probably February or March. В феврале-марте 2014 года. And I had worked for another oil company previously. До этого я был сотрудником другой компании, занимающей эфирными маслами. And my wife Heidi, she kept saying, "I miss the essential oils." И моя жена мне говорила, что ей не хватает эфирных масел. So every 2 or 3 weeks, she said, "Call Dave Sterling." И каждые 2-3 недели она мне говорила: слушай, позвони Дэйву Стерлингу. So this went on for month after month after month. И это продолжалось из месяца в месяц. And you know, men, we always ignore our wives, right? И вы знаете, что мужчины обычно игнорируют своих жен. So in November, I finally got up the courage, and I knew Dave Sterling, so I sent him a text. И прошло полгода. В ноябре я написал СМС Дэйву Стерлингу. Я не решился позвонить. And it was on a Monday before Thanksgiving. Это было за неделю до праздника Благодарения.
And I thought, there's no way that Dave Sterling is going to respond to my text. И я подумал, что маловероятно, что Дэйв ответит на мою смс. But 20 minutes later, he said, Murray, I got your text. Can you come visit me at the office that afternoon? И через 20 минут я получил его ответ: Мюррей, я получил твое сообщение, приезжай в офис прямо сегодня. So I drove from I was working in Salt Lake about 40 minutes away. И в этот момент я работал в Солт-Лейк-Сити, примерно 40 минут от офиса доTERRA. So I drove down. I thought, I'll just spend 10 or 15 minutes and we will catch up because I did know Dave Sterling. И я подумал, я доеду, и поскольку мы знали друг друга, я подумал, что 10-15 минут мы поговорим. So 2 hours later, 2 часа спустя we talked and we talked and мы we говорили. And he said, what job are you interviewing for at doTERRA? И он спросил меня: слушай, а ты вообще какую позицию в доTERRA хочешь занять? And I said, I'm not interviewing, I'm just following my wife's advice. И я сказал: да нет, вообще-то я не на интервью приехал, просто моя жена меня попросила с тобой поговорить. And Dave Sterling said, no, you have to work here. Но Дэйв сказал: нет, тебе придется здесь начать работать. So I was first hired as the general manager of Hong Kong. И моя первая позиция в доTERRA был генеральный менеджер Гонконга. And before I started, they changed my assignment. Но прежде чем я даже начал, моя позиция изменилась. And they said, you're going to work with Europe. И меня отправили работать с Европой. And so I quit before I started. Поэтому мне пришлось уйти в отставку со своей первой должности еще до того, как я начал. So how many of you sometimes feel like you've quit before you started? Кто из вас испытывал это чувство, что вы что-то начинаете, но на самом деле закончили это делать еще до того, как начали? You've been there before? Sometimes you quit before you start. So I told Dave Sterling, I'm not going to come work for doTERRA. И я сказал Дэйву, что нет, на самом деле я не хочу работать на доTERRA. And as soon as I told him, for the next probably 1 month, I felt horrible. Но после того, как я сказал это, весь следующий месяц я себя просто отвратительно чувствовал. So I finally joined doTERRA, and it's been the best decision I've ever made. И я все-таки включился в работу в доTERRA, и я считаю это лучшим решением моей жизни. So I'm very glad to be with you today. Don't quit before you start. Have some patience. Очень рад быть с вами сегодня, и мое первое напутствие: никогда не бросайте того, что вы только что начали. And don't quit too soon, okay? Don't quit too soon. Be patient. Да, будьте терпеливы и не оставляйте начатое слишком рано. So this was the first order that went out in August of last year. Здесь на фотографии первая официальная посылка, первый официальный заказ доTERRA Россия. So we're very excited. This is, I'm just going to spend a minute. This is my downline. Это мой даунлайн. So this was in December, and I have one daughter, and so as a father with one daughter, I'm very protective. Это было в прошлом декабре. У меня всего одна дочь, и как отец единственной дочери я очень сильно защищал и контролировал ее. And you can see her handsome husband there. I asked him many questions. И вы видите рядом с ней ее красавчик муж, но прежде чем я благословил молодых, я задал ему много вопросов. And we're going to talk about how we ask people questions later on in my presentation. И чуть позже в своей презентации я остановлюсь на этом важном моменте, как задавать вопросы людям. But we're a doTERRA family. We are 100% committed to doTERRA. Но мы все являемся семьей доTERRA, и мы на 100% ей преданы. My daughter Sarah, who's getting married there, she works for doTERRA. Моя дочь Сара работает на доTERRA. She coaches and mentors the
call center agents that work at home. Ее позиция — это тренировка и коучинг работников колл-центра, которые работают из дома, а не в офисе. This is my oldest son right here. He looks like Superman, Clark Kent, a little bit. Справа в очках — это мой старший сын, он немножко похож на Супермена. So he got married on October 20th last year. Он тоже образовал семью, женился 20 октября прошлого года. And 2 days later, he moved to Brazil with his new wife. И через 2 дня переехал в Бразилию со своей женой. For doTERRA. И тоже работает на doTERRA в Бразилии. And so he's got a 1-year contract. I just call it a 1-year honeymoon on doTERRA. У него годовой контракт, и я сказал, ну вот, ты заработал себе годовой медовый месяц в Бразилии. Yeah. And this is my youngest son, Thomas. He also works at doTERRA, and with using doTERRA products, he's lost 50 pounds in the last 5 months. И это мой младший сын, и он тоже работает на doTERRA, и с помощью doTERRA он похудел на 25 килограмм за 5 месяцев. Yeah. So this is my why, and I love my 2 little grandchildren. И рядом со мной моя жена, а вот это вот внизу двое моих внуков. This is why I do doTERRA. This is my why. И это мое почему. Почему я занимаюсь doTERRA. Моя семья — это ответ на мое почему. So does anybody have grandchildren in the room? У кого есть внуки в комнате? A few of you have grandchildren. Let's see how this translates. So children are like Brussels sprouts. Дети — это как брюссельская капуста. Did you get that? Children are like Brussels sprouts. Yeah. Grandchildren are like chocolate cake. А внуки — это как шоколадный торт. Brussels sprouts are good for you, but chocolate cake tastes really, really good. Брюссельская капуста хороша для вашего здоровья, но шоколадный торт намного вкуснее. So maybe your front line is like Brussels sprouts, but your second and third generation are like chocolate cake sometimes. Скорее всего, ваша первая линия как брюссельская капуста. Но во второй и третьей линии вы всегда находите себе кусочки шоколадного торта. Okay, so sometimes this was I love to ski, and so this was in January, and I had one day before I was traveling to Europe, and we had this avalanche in Utah. Я очень люблю кататься на лыжах, и это в прошлом году, за день до того, как я уехал в Европу, у нас была большая снежная лавина в Юте. So the main road was closed, but we found our way around the avalanche. И основная дорога была закрыта, но и нам пришлось найти объездную дорогу вокруг лавины. And me and my 2 oldest boys, we had the best ski day ever. It was fantastic. И с моими старшими сыновьями у нас были совершенно отличная каталка. But as we get Russia going, sometimes we feel like the road is closed, but there's always a way around. And our job at doTERRA is to make sure that we open up the road so it becomes a nice, smooth freeway or highway for you. И иногда бизнес с doTERRA выглядит так же, что мы едем вперед, и вдруг какая-то лавина, и кажется, что дорога закрыта, но всегда можно найти дорогу в объезд и оказаться в том месте, где нам хочется. So really my title is not VP of Europe, it's Chief Janitor. На самом деле моя позиция, которая официально называется вице-президент по европейским операциям, на самом деле она называется главный санитар. So it's my job to clean things up, to make things better, to make things smoother, so you guys can grow and develop. Уборщик, да. Что моя задача в том, чтобы разгребать дороги, на которых сошла лавина. So we always run into obstacles. This was the next day when I was trying to fly to Europe. Всегда мы попадаем на какие-то препятствия. Вот здесь вы видите
вот если посмотреть на правую колонку, cancelled, 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 это отмененные рейсы. This was at JFK, New York City Airport. В аэропорту Нью-Йорка через день после того, как я улетел в Европу. I've never been in JFK when it's been so quiet. Cancel, 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 cancel. Я никогда не видел настолько пустого аэропорта Кеннеди, потому что практически все рейсы были отменены. But I was flying to Portugal and it was on time. Но мой рейс в Португалию был вовремя. So sometimes we feel that way too. Like I got to the airport and I said, "There's no way I'm going to make it," but it was one of 3 flights that was okay for Europe. Иногда мы тоже попадаем в ситуацию, когда нам кажется, что уже дальше нельзя двигаться, но потом оказывается, что вот есть все-таки рейс, на котором можно улететь. So today, one of my favorite quotes is, "When you change the way you look at things, the things you look at change." This is Dr. Wayne Dyer. И вот на слайде вы видите одно из моих любимых высказываний доктора Вейн Дайера, что когда вы меняете свой взгляд на вещи, на которые вы смотрите, меняются. So like Sergey said, I hope there's 1 or 2 or 3 things that you write down after each presentation that make sense to you. И я тоже, как и Сергей, рекомендую вам записывать 2-3 самые важные вещи после каждого выступления. So I always hope you look at the world like this little girl over here. И еще одна вещь, которую я очень люблю, я бы хотел, чтобы вы смотрели на мир так, как эта маленькая девочка на фотографии. I guarantee she wakes up every morning and looks at the world with fascination and with excitement. Я знаю, что, просыпаясь каждое утро, она смотрит на мир с воодушевлением и зачарованностью. So last year we had the opportunity to meet with all 7 owners. This is all 7 of the doTERRA owners. В прошлом году у нас была возможность встретиться со всеми 7 основателями доTERRA. Вот здесь вы видите их на фотографии. And we were allowed to ask them any question. И нам была дана возможность задать им любой вопрос, который нам захочется. So one person asked, Dave Sterling, are you going to run for the President of the United States? И один из сотрудников спросил Дэйва Стерлинга, не собирается ли он выставить свою кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов. He said, no, I'm too smart. I'm staying out of politics. Дэйв сказал, я слишком умен, и я не пойду в политику. It looks like Greg Cook is maybe taking a nap. I don't know. Справа Грег Кук, которого мы увидим в июне в России, и здесь он, похоже, что заснул. So we're going to go through some exercise. I'm going to get some interaction. So we asked Greg Cook, like, who do you enroll? И я хочу, чтобы мы сделали пару упражнений. И начнем с того, что это снова фотография Грега Кука. Ему задали вопрос, кого вы приглашаете в доTERRA. I need to walk over on this side of the room. So I need 2 volunteers to come up. Нужны 2 добровольца на сцене. 2 volunteers, just come up. There's one there. There's one there. Okay. Just, what's your name? Владимир, Where are you from? Сибирь. Thanks for coming up. What's your name? Таня, Tanya? Татьяна, Where are you from? Екатеринбург. All right. Thank you for coming up. So, Спасибо большое, что when пришли. you enroll people, do you even ask them questions? Когда вы рекрутируете людей, вы задаете ли вы им вопросы? Do you ask people questions when you enroll them? Ну, вообще, да, задаем. Yes, actually. So we're going to do a little exercise here. I'm going to ask you some trade-off questions. These are not right or wrong. But the first question I'm going to ask, Вот вопросы, которые я люблю задавать. so do you like to be part of a team or lead a team? Я думаю, то и другое. Вот там перевод есть. So you like both, Yeah, but- okay. So
It depends. Do you like to be part of a team or lead a team? Я только 10 дней в дотере, но я готова задавать любые вопросы. Таня, это вопрос к вам. Вы хотите быть лидером или частью команды? Я хочу быть и лидером, и частью команды. Yeah. Also both. Мне Cool. очень расстроило Okay. ваше выступление, очень. И особенно вы сказали, когда про шоколадный кейк. Я очень хочу это испытать когда-нибудь. У меня есть сын. She was very touched by your presentation when you talk about your family, and she has a son and she wants to have grandchildren. Awesome. Awesome. So thank you for coming up. You can go have a seat. Thank you so Спасибо much. большое. So I did this exercise. I did this exercise one time in Italy, and I had a man and a woman. And I asked the man, do you want to be part of a team or lead a team? И я один раз сделал это упражнение, и тоже вышло мужчина и женщина. Я спросил мужчину, задал ему этот вопрос, хотите ли вы быть лидером или частью команды. And there's no right or wrong answer, but I asked the man, and he said, I want to lead a team. And he walked forward. И когда я задал этот вопрос мужчине, он сказал, я хочу быть лидером, и он сделал несколько шагов вперед. And then I asked the woman, I said, would you like to lead a team or be part of a team? And she said, I like to be part of a team. Но женщина ответила, что она хочет быть частью команды и сделала пару шагов назад. So where do you think, as you're growing your teams, where would you put the person that says, I want to lead a team? И когда к вам приходит человек, который хочет стать лидером, он делает эти два шага вперед, куда вы его поставите? You'd probably put them on your front line, correct? В первую линию, да? And if somebody just says, I'd like to be part of a team, maybe you place them somewhere else in the team that is more comfortable for them. А если человек скажет, что он хочет быть частью команды, то вы поставите его куда-то в глубину, да? And it's not an interview process, but you should ask your people as you're enrolling people these trade-off questions, because there's no right or wrong, but by their body language, they will tell you how they feel. И это не совсем, конечно, интервью о приеме на работу, но очень важно задавать людям открытые вопросы, на которые нельзя ответить «да» или «нет». И по языку тела, не только по словесным ответам, но по невербальному проявлению вы сможете сделать вывод о том, куда поставить человека. So for the sake of time, we won't go through all of those, but I'll ask Chad really quickly. Do you like working with people or things? People. Вам нравится работать с людьми или с системами? So instantly, no hesitation, Chad said people. And he's a people person, and I've worked a lot with Chad. But again, some people might say, I like working with things. I like to do Excel spreadsheets, or I like to do reports. I like to just be on my own. И Чад без сомнения ответил, что он любит работать с людьми, и я знаю, что Чад очень ориентирован на отношения с людьми. Но какой-то человек может сказать, что я люблю анализ, я люблю делать выводы, доклады. То есть человек может быть системным. So is this helpful? Is this helpful for you guys to, when you enroll somebody, take the time to just ask trade-off questions? Because sometimes you say, hey, what do you think about doTERRA? Полезно ли вам понятие о таких вопросах? Да? Что когда вы рекрутируете, задавайте такого типа вопросы, чтобы человек мог рассказать о себе, а не просто сказать, что ему нравится в дотере. It's too open-ended. You need to understand what will be beneficial for that person. Вам важно понять конкретные склонности к человеку по нескольким осям. И в зависимости от этого поставить его в определенное место и работать с ним определенным образом. So, and you can ask them, you like to be a generalist or a specialist. Some people are really good at technology, other people are not. Третий вопрос, вы специалист или универсал? Есть люди, которые все делают понемножку,
понемножку рекрутируют, понемножку работают с продуктом, с командой. Есть люди, которые фокусируются на чем-то одном. So you can see where I'm going with this. Let's go to the next slide. So this is tips on enrolling key people, and this is straight from Greg Cook. И вот на этом слайде советы по приглашению ключевых людей от Грега Кука. So learn to partner with people. When you enroll somebody, they're not your employees, they're not your subordinates. Очень важный момент, что учитесь партнерству, учитесь выстраиванию отношений, что новые люди в нашем бизнесе, они вовсе не наши подчиненные, они не нанимаются к нам на работу. So they're your partners in doTERRA. So the next one is earn your leadership role by empowering others. Создавайте авторитет, создавайте свою лидерскую позицию, поддерживая других. Empower — это очень хорошее английское слово, как бы насыщая другого человека силой. So I'll just tell you a really quick story. About 2 weeks ago, I was in Slovenia. Хочу рассказать вам короткую историю. 2 недели назад я был в Словении. And there was 650 people in the room. И в зале было 650 человек. And just like this will have 600 and 1,000 people in the future, in Slovenia it started with like 10 or 20 people. И, как всегда, прежде чем мы доходим до цифр 600 тысяч человек, в Словении тоже все началось с 10-20. But at this meeting, there was a blue diamond. Her name is Chasa. Но на этой встрече был один голубой бриллиант, ее зовут Часа. And this was the first time in 5 years that she did not feel like she had to do a presentation. И первый раз за 5 лет она позволила себе расслабиться и не выступать. What she had done is she had created space for new leaders to step into this new space. Тем самым она освободила место, чтобы ее лидеры сделали шаг вперед и проявили себя. It was the first time her husband presented on stage. И в этот день первый раз ее муж сделал выступление на сцене. Because we husbands were a little bit slower. We take a little bit more time. Вы знаете, что мужчины тормозы, и у них дольше времени раскачка занимает. But she created space for new leaders to step up and become leaders. She empowered them. И это один из способов поддержать своих лидеров, освободить для них пространство и дать им возможность сделать шаг вперед. So the last few ones, understand what your people desire. Следующий совет — это ориентируйтесь на то, что желают So ваши люди. make sure they're needed and wanted. Make sure they're confident in all the benefits of doTERRA. И сделайте так, чтобы люди чувствовали себя нужными, востребованными. И покажите им все преимущества doTERRA и дайте им возможность почувствовать себя максимально уверенно. Okay, so I asked Corey Lindley, we started to do BOGOs. So why do we do BOGOs after the 15th of every month? И мой вопрос был тоже одному из основателей doTERRA. Это Кори Линдли, человек, который отвечает за всю финансовую сторону doTERRA. So Я задал ему вопрос, почему Бога происходит после 15 числа месяца. there's 2 or 3 reasons, but doTERRA is very strategic. The reason we do BOGOs 2 or 3 times a year is not only to help our customers, but it also helps our leaders, because what it does is it elevates the volume, and then you have about 1 week left to see if you can hit your next rank. doTERRA смотрит на все решения в стратегической перспективе, и это не только помогает нашим потребителям, давая им дополнительные масла несколько раз в год, но это ориентир, это инструмент для крупных лидеров, потому что после окончания Бога остается 1 неделя, за которой можно реально зацепиться на следующий уровень. So last year in the US and Europe we did 3 BOGOs. In those 3 months, we had the highest number of ranks increase. И в прошлом году мы 3 сделали Бога в Европе,
И в эти 3 месяца мы имели самый большой уровень увеличения количества рангов. So if you're as a leader, if you're looking for a way to rank advance, BOGOs are a really good month to watch your volume and then see what happens with your team. Планируйте ранги своих лидеров на месяца Бога, потому что это самая хорошая возможность продвинуться по рангам вверх. So I talked to Rob Young and I said, you know, Rob, what should we be focusing on? Because sometimes we get distracted. And he always said, when it comes to product, back to the basics. И на этом слайде вы видите еще одного основателя доTERRA, Роб Янг. И я задал ему вопрос, дай совет, что сделать, если вдруг запутался, потерялся, отклонился в работе с продуктом. Его совет был такой: всегда возвращайтесь к основам. And I love LLV. I love LLV. I take LLV every single day. Я люблю продукт, который, как по-русски называется? Долгожитель. Yeah. Я принимаю его. What's that? BOGOs or? Oh, for me, I take LLV every day. I'm just myself. Without breaks? Without breaks, yeah. Мюррей принимает этот продукт каждый день без перерывов. And so I take all 12 pills in the morning. И каждое утро я принимаю 12 капсул. My wife thinks I'm really weird because I got 12 pills and like a glass of water and I put all 12 pills and then I swallow. Моя жена надо мной подшучивает, потому что она видит эту горсть капсул и на стакан воды, который каждое утро я принимаю. And when we first started with LLV, Greg Cook was bragging. He said, I can take all these pills at one time. И когда мы только начали этот продукт, Грег Кук сказал, я могу принять эти 12 капсул за раз. So he had all 12 pills in his hand and he put them in his mouth. И он взял горсть капсул, положил в рот. And then Dave Sterling stole his glass of water and ran away. А Дэйв Стерлинг схватил его стакан воды и убежал. So he was stuck with these 12 pills in his mouth trying to swallow. И бедный Грег Кук остался с полным ртом капсул. So the owners have fun sometimes. Как вы, наверное, заметили, основатели тоже любят пошутить и повеселиться друг с другом. But I'm going to see if I can get you Rob Young's presentations. It's basically family essential. It's back to the basics. И сейчас вот в жанре возвращения к основам я хочу поделиться с вами презентацией Роба Янга по домашней аптечке. And we should always go back to the basics when we're talking to new people and introduce them to the oils. Это очень важный подход в общении с новыми людьми, начинать со снов. So I asked Dave Sterling, why is the power of 3 so critical for your organization? Do you guys know power of 3? Yeah, sure. И вот мой вопрос, который я задал Дэйву Стерлингу, еще одному основателю и CEO компании. Почему сила 3 является столь важным инструментом для организации? So how many people are doing power of 3, the first level? Кто из вас делает первый уровень Put your силы hands 3? up high, first level. Okay, what about the second level? Кто делает второй уровень? That's great. Anybody that's doing the third level of power 3? Кто делает третий уровень? That's fantastic. Let's give yourself a big round of applause. That's what we like to Давайте see. поаплодируем. So power of 3 establishes the right behavior and the right patterns. Вот важные принципы, стоящие за инструментом силы 3. Первый, что он вырабатывает правильное поведение, правильную стратегию в построении бизнеса. So it bridges the gap between the income gap until unilevel kicks in because you have your fast start and other bonuses. So power of 3 is a really instrumental bonus. Сила 3 — это деньги средней скорости, которые включаются после того, как закончился быстрый старт, но до того, как человек начал получать заметный бонус по Unilevel.
And there's a famous, they're not famous, but there's a story in doTERRA where one of our people in Asia went from enrollment to platinum in about 4 months. И есть одна из историй в доTERRе. Один из лидеров в Азии прошел путь до платины за 4 месяца. And then she quit. Но потом она решила прекратить. Because she didn't understand the compensation plan. Unilevel hadn't kicked in yet. Потому что она не разобралась в плане вознаграждений. So she quit before she understood things. And so it's very important to help your people understand the flow of commissions. Поэтому очень важно, чтобы каждому новичку вы помогали понять, как устроен план вознаграждений и движение денег в доTERRе. Yeah, Power 3 means that LRP is being taught properly and everything is healthy. So in Russia we're doing okay. We have about 3 to 4% of commissions are from Power 3 as a percent of the total commissions, so that's okay. Очень важно, чтобы сила 3 заработала, чтобы все были на LRP. И это ответственность лидера показать важность LRP. But we'd rather, this is how we measure it in the company. If we look at all the commissions, Power 3 should be about 6 to 7%. И если вы посмотрите, в России мы еще недостаточно используем этот бонус, потому что in Russia is better than 3-4. Europe is worse than in Russia? No, in Russia we need to do better. So Russia, we're about 3 to 4% of total commissions. In all of Europe, we're about 6 to 7%. Здесь ошибка в русском переводе, что в России пока 3-4% приходится на силу 3, а в Европе, и это близко к идеалу, 6-7%. То есть у нас недостаточное количество людей, партнеров делают силу 3. So keep doing what you're doing a good job. Продолжайте развивать работу с этим инструментом. So we look at, I'll just give you a little bit of insight from a company standpoint. We look at a lot of criteria of how successful a market could be. Сейчас я хотел поговорить с вами о потенциале рынка. Когда мы оцениваем общий потенциал рынка, мы смотрим на достаточно большое количество критериев. So we look at population ranking in the WFDSA, that's the World Federation of Direct Sales. Мы смотрим на общее количество людей, живущих в регионе, в стране, на ее рейтинг в Ассоциации прямых продаж. So we look at all these factors, but doTERRA breaks the model every time. Но на самом деле, когда doTERRA входит на какой-то рынок, она всегда ломает теоретические оценки, ломает модель, и реальные цифры оказываются значительно выше. Romania is a good example. About a year and a half ago, Romania was doing about 200,000 a month. Румыния один из примеров, что 1,5 года назад Румыния делала 200 тысяч в месяц всего. 1 year later, it was doing 2.4 million a month. За год рост составил больше, чем в 10 раз, и сейчас Румыния делает 2,5 миллиона. So we attracted a lot of medical professionals, a lot of good people, and it grew very fast. So we could have looked at all these other factors from Romania and saw slow growth, but doTERRA breaks the model every time. По всем экономическим показателям такой рост был невозможен. Но мы привлекли людей из медицинского сообщества, привлекли людей, инфлюенсеров, которые влияют на общественное мнение, и в результате получили 10-кратный рост за год. So there's 3 things that we look at for a healthy market. That's sales growth, a strong customer base, and leader growth. Вот это 3 фактора, которые стоят в фундаменте, в основе сильного рынка. Рост продаж, сильная клиентская база и рост лидеров. And really the foundation of that is retention. Our retention globally is about 65%. И в основе всего роста, в основе всей динамики это уровень закрепления, постоянства клиентов.
и в дотере он составляет фантастические 65%. And I've been doing direct sales for 30 years. Я в индустрии прямых продаж работаю уже 30 лет. And this is the fifth company I've worked for. Дотера — это пятая по счету компания, с которой я сотрудничаю. Other companies like New Skin and Herbalife, they would love to have retention of 20%. И компании, такие даже крупные компании, как New Skin и Herbalife, были бы счастливы, имея уровень удовлетворенности клиентов в 20%. So to have 65% is phenomenal, and that speaks to the culture and the products. 65% — это абсолютно феноменальная цифра, которая говорит о качестве продукта и о качестве корпоративной культуры. So what I wanted to do is look at the penetration of the market. In Europe as a whole, out of 10,000 people, 3 people have heard about doTERRA or they've joined doTERRA. Смотрите, если говорить о проникновении доTERRA на рынок, в Европе оно составляет 0,03%. То есть из 10 тысяч человек только у 3 есть аккаунт в доTERRA. В России еще меньше эти цифры. So in Australia, out of 10,000 people, 149 people. И в Австралии эти цифры в 50 раз больше. 149 аккаунтов на 10 тысяч человек. And that is our highest penetration of any market in the whole world for doTERRA. Это самые большие цифры проникновения на рынок австралийские, но вы можете посмотреть, что они все равно меньше 2%. In Australia, it's the number one MLM company in that country. И это сделало доTERRу самой крупной сетевой компанией в Австралии. So in all of Europe, if we had the same penetration as Australia, we would be 50 times bigger today. We would be $7.5 billion. Здесь тоже ошибка в русском переводе. Не на 50%, а в 50 раз больше. Только в Европе доTERRA делала бы $7,5 миллиарда. So let's not even think about 7.5 billion, but you can see that all of Europe could easily and very realistically be a $1 billion market. Но даже если не говорить о таких цифрах, выход на $1 миллиард в Европе абсолютно реалистичен. So let's look at Russia. Russia's about 1 or 2 people out of every 10,000. Как мы уже сказали, в России цифры еще меньше. На данный момент 0,02%, то есть только 2 человека из 10 тысяч подписаны в доTERRу. So if we had the same penetration in Russia as Australia did, we'd be doing about $35 million right as of today per year. Что если бы проникновение было таким же, как в Австралии, у нас был бы уже $35 миллионов в год. So we really believe that Russia and the surrounding countries, we could easily do at least $300 million over the next several years. Но наша цель, вполне реалистичная цель, это вывести СНГ на объем $300 миллионов в год. In the United States, this is our anniversary at the 11th year, and we do over $1 billion in the U.S. В США сейчас объем проходит в $1 миллиард в год. And so Russia has about less than half the population, but we break all the rules. If we can find the right leaders, we can collaborate, and we can partner together. В России в 2 раза меньше людей живет, чем в США, но найдя правильных людей, мы опять-таки можем сломать модель, нарушить все правила и выйти на огромные объемы за несколько лет. So I asked Emily Wright, what's the heartbeat, or what makes an organization so strong? And she said the heartbeat of your organization is leadership. And what does she mean by that? Еще одному владельцу, создателю компании Эмили Райт, я задал вопрос,
что является основой, что является как бы сердечным ритмом бизнеса. И она сказала, лидерство — это сердечный ритм организации. И вот она дала критерии для определения лидеров. So you need to ask yourself, when was the last time you personally enrolled somebody? Первый критерий — это личное приглашение. Лидер постоянно приглашает людей. And if you haven't enrolled somebody in the last 30 days, you're starting to lose touch of what doTERRA is all about. Если даже 30 дней вы никого не пригласили в доTERRA, вы начинаете терять контакт с бизнесом. So you got to get face-to-face with them. You need to look at their group volume. You need to look at their power of three. Очень важно проводить личные встречи с новыми и потенциальными лидерами, обращая внимание на их рост, обращая внимание на динамику силы трех. So we have a presidential diamond in the UK. It's Rebecca and Nathan Bowles. В Англии у нас есть президентский бриллиант Ребекка и Натан Болтс. And I asked them, it was about 4 years ago, I said, what are your goals? И 4 года назад я спросил их, какова ваша цель? And they said, oh, I want to make about 200 pounds sterling a month. И они сказали, наша цель выйти на уровень дохода 200 тысяч фунтов стерлингов, 300 тысяч долларов в месяц. And I looked at them and I saw the potential in them and I said, no. И я посмотрел на них, сказал, что, пожалуй, нет. That's not acceptable. Это неприемлемая цель. So when you identify potential leaders, you have to help them understand that they can do more than they see themselves doing. Каждый раз, когда вы видите сильного лидера, ваша задача поднять ему планку выше, чем он сам себе ставит. So about 4 years ago, they were just kind of hovering at gold. Today, they're presidential diamond. И 4 года назад они там еле-еле ставили себе эту цель, и сегодня они президентские бриллианты. So this is the role of the company, and I wanted to get very specific. You can take a picture of this and look at it. But the role of the company is we need to make sure we cultivate the culture. И это очень важный слайд. Я хочу, чтобы вы его сфотографировали о роли компании в жизни нашего общего бизнеса. Sustainable source, so co-impact sourcing is important. Первая позиция, первый пункт — это постоянно развивать культуру доTERRA. Быть источником, второе — это быть источником чистых эфирных масел. So we provide the materials like empowered success, live, share, build, and those type of materials. Третий пункт — это постоянно обеспечивать сеть качественными, поддерживающими, обучающими материалами. And quality staff. И качественной системой поддержки, колл-центрами, консультациями и так далее. And then systems and processes that we're working on to make sure that you can enroll and order and do LRP proficiently. Постоянно развивать все бизнес-процессы, компьютерные технологии, чтобы задача каждого wellness-консультанта была бы просто зарекрутировать. And we are loyal to our leaders. So this is the role of the company. И быть очень верным и целостным по отношению к лидерам. Вот это основные функции компании. So this is how we see the role of wellness advocate leaders. So we believe you need to live the doTERRA culture. We're in partnership together. Какова задача каждого из вас, роль каждого из вас? Находиться в культуре доTERRA, проявлять ее, жить с доTERRA, делиться доTERRA. You need to experience the products daily. Ежедневно использовать продукцию. So how many are using products every single day? Кто из вас использует продукт каждый Raise your день? hands high if you're using products every hand should be up using products every day. У каждого из вас должна быть поднята рука. You need to teach other people with passion. You need to educate on all the things related to our purity and our
quality of products. Вкладывать страстность в обучение людей вокруг себя, о качестве продукта, о эффективности продукта и о принципах экологичности продукта, которые doTERRA закладывает туда. And then you can see the other points. Again, we need to support and develop, and we need to show, all of us need to show integrity in our business. Очень важно поддерживать каждого своего партнера в том, чтобы они делились продукцией doTERRA и выращивать лидеров. И самое главное — быть самому примером целостности и лидерства в бизнесе. So I've done this before, and so I haven't done it for a while, but I'm just going to do a short exercise. This is how I see doTERRA culture. И я давно не делал этого упражнения, хочу сделать его сейчас. И это упражнение отражает то, как я вижу культуру doTERRA. And I think I did this once in Israel, but I don't know if I maybe have done it in the Ukraine, but I don't know if I've done it in Russia. If you've seen me do it before, please don't cheat. Если кто-то из вас видел, как я это делаю, не жульничайте. So who in my hand I have a bottle of oil. Who wants this oil? У меня в руках бутылочка масла. Кто хочет эту бутылочку? All right, I see some hands. Okay, who wants this oil? Кто хочет эту бутылочку? Okay, whoa. Come on, Стой. Вернись, пожалуйста. Нет, сама вернись. So what's your name? Анна. Anna, thank you. So have you seen this done before? Ты видела, как это делается раньше? Не видела, но мне рассказывали. She didn't see, but she was told. Somebody told her. Okay, so at first I asked who wanted this oil, and lots of hands went up. Сначала я спросил, кто хочет это масло, и много рук поднялось. But there was hesitation. People put their hand up, but that's all they did. Yeah, it's the same when you said who wants to come. Several people raised their hand, but two of them just came. Correct, yeah. On the exercise before. Та же самая история, когда Мюррей позвал добровольцев, было поднято несколько рук, но 2 человека просто встали и пошли. То есть остальные просто как бы ждали приглашения. So what does doTERRA, when you translate doTERRA, what does doTERRA mean? Что for her, or do you... Literally, what does doTERRA translate? Знаешь ли ты значение слова doTERRA? Откуда оно? She doesn't. Who knows what doTERRA translates? Кто Gift of the earth. Yeah, so it's loosely translated, gift of the earth. So Anna came up, she took action. Анна подошла, и она проявила себя активно, сделала действие. So did I put any conditions on what I gave her? Поставила ли я какие-то условия на то, что можно сделать с этой бутылочкой? Did I say she had to give me $10 or 100 rubles? Сказал ли я, что она должна заплатить $10 или 100 рублей? No, I put no conditions on it. Не было никаких условий. There was no. But, she just had to come up. Yeah. Нет. Но с другой стороны, вчера об этом слышало много людей на тренинге. А вышла одна, да. So this is how I remember. Yeah. So this is how I see doTERRA culture. It's a gift of the earth. When we give something to somebody, please don't put any conditions on it. И в этом смысл doTERRA. И, кстати, кто еще не знает, как произошло название, это 2 латинских слова. Donum, дар, terra, земля. Do it with respect. Да. И очень важно давать, не оставляя никаких условий и задних мыслей. We are a culture of sharing and caring. В нашей культуре делиться и заботиться. And that's very, very important to me because it's the first company that I've worked for where I feel like I can give freely.
И это очень важно для меня. Из тех 5 компаний, с которыми я сотрудничал, это первая компания, где я чувствую, что я могу свободно отдавать. And the more I give, the more that comes back. I know it sounds strange, but the more I give, the more that comes back. И чем больше я отдаю, тем больше оно ко мне возвращается. So Anna, thank you. You can use this lavender and put it on the bottom of your feet, and you can sleep nice tonight, or you can share it, put it on your face. So thank you for coming up. Спасибо большое. Аплодисменты Ане. So please, if you remember nothing else from my presentation, just remember that a couple of things. When you change the way you look at things, the things you look at change. Если вы не запомните многих вещей из моей презентации, запомните хотя бы несколько. Первое — это изменяя взгляд на вещи, вещи начинают изменяться. And so I just want to end with one slide here, another quote from Clement Stone. All I want to do is change the world. И я хочу закончить еще одной цитатой, которую я люблю, из Клемента Стоуна, что все, что я хочу, это изменить мир. And we do that by doing it by one drop, one person, and one community at a time. И мы делаем это с помощью одной капли в одну секунду, да, разговором с одним человеком и создавая бизнес в одном сообществе, в одном городе, в одном доме, в одном регионе. So I'm honored to be with you today. I'm so glad that you came and took your time on a Friday. Я очень рад быть с вами сегодня. Я рад тому, что вы смогли прийти в рабочий день в пятницу. So thank you for inviting me, and it's been good to be with you today. Thank you. Спасибо большое. Аплодисменты Мюррей Смит! Thank you, Sergey. You're a wonderful translator. Thank you.